Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Второй расклад. Узнай будущее, что спешит в вашу жизнь. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем подсказки на будущее, что нам расскажут карты и как они видят события ближайшего времени, ближайших дней. У нас две колоды. Первая – это Ленорман, и мы достанем 4 карты, не задавая вопросов. Посмотрим, как именно колода карт, какие подсказки нам даст, или как видит последовательность развития событий в эти 10 дней. Не такой большой срок, и тем не менее, иногда один день или за один день мы успеваем сделать больше едва ли не за год. Так тоже бывает, по себе знаю. Итак, события ближайшего будущего. Хотя я должна сказать, что астрологически для вас относительно спокойный должен быть период жизни. Что спешит вашу жизнь? Узнаем будущее. С чем это связано? Дополним колоду Таро. И первая карта – неожиданность. И пусть это будут приятные сюрпризы. Вторая карта – в чем ваша сила, в чем ваш успех или буквально. Какие энергии вам помогают решить какое-то дело, согласовать тот или иной вопрос. По остальным сферам жизни, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то оформление документов. Одним словом, разные дела. Энергия денег на 10 дней. На личную жизнь какова энергия. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же за события будущего спешат в вашу жизнь? У кого-то личная жизнь и вопросы дома. Вот такой вот аист. У кого-то выход из одиночества, мои дорогие, или решение вопросов, может быть, по части того союза, который де-факто уже не существует. И вам нужно тоже подвести некоторый итог. Или когда вы долгое время в одиночестве. Может быть, уже все определено, но ну, какая-то прежняя грустная история вас поместила в такую неопределенность, и вы не можете решиться на новые отношения. Для кого-то эта карта будет означать переезд, или вы просчитываете, хотите что-то поменять. Может быть, просто банально место жительства, поменять дом, поменять вашу квартиру, или вы собираетесь переехать куда-то далеко. Для кого-то из вас может и говорить еще и о работе на дому. Вот это тоже такой момент. Тут вы немножко сами по себе, и вы как с чем-то определяетесь. Но и правда, а у кого-то может быть как работа, может быть, вам предложили или вы нашли работу, и она будет связана с переездами, командировками. У кого-то и так проиграется тоже. Перемещение пространства в этой карте присутствует. И именно ваша личность, потому что в этой колоде аист один. Вот одному быть нельзя. Значит, кто-то будет, может быть, так вот сложно выходить из одиночества, правда. Рассмотреть стоит, потому что ваша задача, мои дорогие, скорпионы, на 2025 год – быть счастливым. Это не громкая фраза, я говорю вполне серьезно. А счастье – это когда у нас баланс по всем сферам жизни. И личная жизнь, и в деньгах порядок, и на работе. Когда вы перестаете суетиться. Может быть, для кого-то из вас этот период так, ну, как-то грустновато может показаться, никакого драйва. Но, тем не менее, вот это спокойствие и уверенность в самом себе большие бонусы открывают перед вами. Когда нет, вот знаете, постоянной какой-то тревоги, когда уходит, ну, может быть, сомнения, которые вас долгое время мучили, когда вы начинаете радоваться жизни. Вот это задача ваша на 2025 год. Астрологически, правда? Прекрасная карта, у кого-то и переезд, у кого-то просто перемены в жизни. Пришла пора менять себя, может быть, или свое отношение к происходящему вокруг. Мы ведь его изменить не можем, а вот наше мировосприятие очень даже. И аркан рыбы. Рыба – это в первую очередь, безусловно, деньги. А еще это перемещение. Опять же, карта вторит первому аркану, потому что даже знак рыбы – это две рыбы, которые плывут в разные стороны. Поэтому вы тут можете много что поменять. Или внезапно, допустим, прежде вы не думали о том, что я хочу переехать, а здесь, ну, будет какой-то побудительный мотив. Хочется перемен. Вот, наверное, вы это ощущение.
прочувствуйте все, ну, в том или ином контексте. И это добрые перемены. Один из символов Меркурия, корабль, может как раз и свидетельствовать о том, что исполняется ваше желание. И вообще это настолько благополучная карта, когда сразу, вот как я говорила, задача быть счастливым. Ну, где-то эта карта рыбы и олицетворяет. Давайте посмотрим. Вот 10 дней, они для вас могут быть очень важны. И в этой колоде черная карта Ришучи усиливает сказанное мною. Понятно, счастье каждый понимает по-своему. И меня смотрят люди из разных стран. И в какой бы вы ситуации сейчас ни находились, тем не менее, эти 10 дней очень благополучные для вас самих. Значит, вы можете даже из патовой ситуации найти выход. Вы еще люди очень интуитивные. Где-то интуицию как раз передает карта рыбы и черная карта. Это то, как будто, ну, то, что вы чувствуете, может усиливать где-то восприятие мира для вас самих. Нет конкретики по этой карте, но вот как раз, знаете, как наше мироощущение или погружение в собственные мысли. Вот это может быть. Но я так надеюсь, значит, какой-то вы проведете баланс очень правильный и для себя сумеете определить новое направление. Ведь, по сути, две карты о выборе направления говорят. Давайте посмотрим, что еще. Вот основное благополучие, мои дорогие. И для кого-то, кстати, с учетом черной карты, это сразу вам захочется навести порядок в нескольких сферах жизни. И для этого благоприятный период. Клевер– это всегда, знаете, максимально добрая карта. Ну и, понятно, мы милосердны к себе, но и с другой стороны мы себя не загоняем в угол какими-то ненужными размышлением, анализом. Тут все, наверное, на повестке каждого дня или в плоскости реальности у вас состоит. Для вас нет ничего невозможного. Но, с одной стороны, не углубиться чересчур в какую-то ненужную философию. Вот в этом будет единственный риск, потому что усиливает, да, какие-то думы ваши, планы. Поэтому зародилась идея, переложите ее на практику. Напишите тезис-план какой-то для себя. Будьте готовы корректировать его по мелочам. Но, повторюсь, нет ничего невозможного. Давайте неожиданность. И в неожиданности где-то нам говорят о новом пути. Ну, аллегорически понятно, но любая тройка– это переход между прошлым и будущим. Я называю тройку пентаклей сдачей экзамена. У кого-то напрямую сдача экзамена, чтобы получить сертификат, документ, если это были даже курсы. У кого-то, может быть, в университете учитесь, значит, подготовка там, что там у кого. Сессия или сессии уже, наверное, закончились, но вы продумываете, может быть, вторичное образование, ну, или приобретение каких-то навыков, скиллов, когда вы можете быстро свое ремесло или эти самые навыки переложить в материальную плоскость, потому что мы здесь что-то изучаем. И, может быть, это вам будет предложено пройти какие-то курсы, тогда примите во внимание. Здесь не ради любопытства мы что-то изучаем. У кого-то это просто изучение, когда вы хотите решить тот или иной вопрос и ищете информацию. И значит, вы ее найдете. Потому что здесь может быть и инсайт какой-то ваш собственный, когда вам чем-то захотелось заниматься, или вам это интересно, или, ну, как мечта какая-то, вы понимаете, эх, я сейчас могу это осуществить. И детализация того или иного вопроса, опять же, тезис, план, а потом по пунктам разобрать, как, каким образом, что я должен делать для того, чтобы такими поступательными, пусть и медленными, но надежными усилиями своими получить в конечном итоге то, чего я хочу. И мы такие получаем то, чего мы хотим по тройке пентаклей. Это не быстро, это какой-то путь к нашему успеху, но даже изучение не проходит даром. Потому что в последующем то, чему мы учимся, мы переложим на практику и за это буквально получим деньги. Для кого-то из вас это жизненный экзамен вы сдаете. Это вот те мысли или как вы себя для себя выбираете будущее. Вот эти 10 дней вот с такими мыслями, эмоциями могут быть у вас связаны. Но ведь в неожиданностях это правда какое-то еще предложение по части чего-то подобного может быть. Король Пентаклей. С одной стороны, это олицетворение наших близких, может быть, персональная карта двора. Это тот человек, который надеется сам на себя. И буквально что помогает, когда вы надеетесь сами на себя.
По части финансов вы можете для себя какой-то новый проект начать или начать его изучать. Или каким образом я могу еще заработать деньги, может быть, дополнительный доход. У вас 2 пентаклевые карты, поэтому здесь вот именно о благополучии больше. Денежная тема, она присутствует, по сути дела, вот в этих 4 картах. Значит, я могу допустить, у кого-то, может быть, и проплаты, у кого-то взять ипотеки, например, в банках. Иногда по королю Пентаклей проходят банковские служащие, и вы можете тоже что-то просчитывать. Если действительно на повестке этих дней стоит вопрос, а могу ли я взять ипотечный кредит, скорее всего, у вас получится, правда. Вы тут что-то можете согласовать. Но король Пентаклей– это тот, который прочно стоит на земле. Это тот, который где-то имеет свою заначку, деньги, вообще карта благополучия и расчетливого человека. Ну, у кого-то могут проходить и вопросы, связанные пусть с вашими близкими, дальними родственниками, еще какими-то перемещениями, переездами. Но, повторюсь, наверное, все то, что вы, когда вы, точнее, переводите свое желание, мечту, намерение в реальную плоскость, вот в этом вам буквально везет. Здесь не должно быть глубокой философии. Вот это нужно вовремя как-то в себе координировать или останавливать. А перекладывая вот на эту реальность или буквально на бумагу, повторяюсь, тезис, план для вас, ну, может быть, как так бывает, помогает нам. Написали тезис-план, 2 колонки за и против. Внесли в одну колонку, что за, ну и в против тоже, да, или какие-то минусы. И вот уже, знаете, то, что мы написали пером, буквально это как имеет магическую силу. Значит, мы сумели сформировать наше желание. Вот если вы сформируете свое желание, для вас нет ничего невозможного. Дела, работа, бизнес, документы. Но тут правда, тут какая-то либо заинтересованность, либо конкретный интерес, либо это проект. Король жезлов– это карта харизматичного лидера. Где-то это Марс, который нас буквально толкает в спину, когда мы хотим что-то осуществить. Ну, тогда примите во внимание, что есть еще нюансы, которые вам нужно изучить. Но, в принципе, король жезлов никуда не торопится. Может быть, и вас карта от поспешных действий останавливает. Возьмите себе на заметку такой факт. У вас, мои дорогие скорпионы, должен быть обязательно маневр. Потому что вы еще пока не знаете, как дальше будут развиваться события. Но для подстраховки не выносить быстро вердиктов. Или сказать человеку, например, ну, я тебе скажу свой ответ через день, допустим, да. Это и есть пространство для маневра. Вот полшага отступил и все просчитал, обдумал что-то. Или где-то вы люди интуитивные, ну, так это на пару шагов вперед тоже предусмотрел что-то. Но я могу также еще предположить, у вас 2 короля, и кто-то из вас действительно будет оформлять документы или обращаться к чиновникам, или к людям, ну, те, которые имеют какие-то рычаги влияния, может быть, к тем персонажам, которые стоят выше от вас по лестнице иерархии для того, чтобы решить какие-либо вопросы, дела, работы, бизнес и деньги. Что же на деньги? Хотя на деньги нам сказали, деньги есть, деньги будут. Потому что король Пентаклей, ну как он без денег? Никак. И материальная выгода. На деньги сами деньги вам выпадают. Это карта самодостаточности, это карта ну, обеспеченного человека. Поэтому, в принципе, с одной стороны, нам говорят, ты с деньгами, ну, где-то считать тебе их придется. Но если мы в контексте 10 дней, то, правда, деньги приходят, как будто деньгами вы остаетесь довольны. Личная жизнь, ну, это ваша карта. Я всегда говорю, Скорпион– это карта мага. И здесь у каждого по-своему. Что вы там задумали, мои дорогие скорпионы? Ну, значит, вы это сможете осуществить. Единственный момент. Всегда карта мага. Маг ведь он, ну, где-то сродни отшельника. Он великий практик и большой материалист. Материалист, потому что он свою идею, задумку или то, что он как инсайт какой-то интуитивный, он переложит все равно на практику, и он воспроизведет это в реальной жизни. Но ведь часто это карта того, кто один и кому никто не нужен. Есть такой момент. Накатывает, может быть, на него какие-то периодические эмоции, но тем не менее, прежде чем он сделает выбор по части личной жизни,
что да, я готов проститься с одиночеством. Проходит, ну, такой сложный период. Я хочу, для кого это может быть интересно, есть Всеволода Соловьева роман, он в двух томах идет, «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Вот он как раз описывает, на мой взгляд, очень хорошо энергетику, вот, которая идет по карте мага. И там прописывается личность, история человека под фамилией Захарий Овинов. Вот кому интересно, почитайте. Может быть, иногда мы сами себя не знаем так хорошо, как должно. И там вот как раз личная жизнь, если мы говорим все то, что я сейчас сказала, прежде чем этот человек решился вообще на личную жизнь. Какой сложный путь, начиная с детства, ему пришлось пройти. Вот какой-то выбор может быть у вас по части личной жизни. Но, повторюсь, у вас настолько сильная позиция за счет вашей интуиции, за счет ваших возможностей. Но вы помните, 2025 год, вы должны быть счастливы. Вы должны быть счастливы. Туз кубков. Вы должны быть любимы. С вами рядом должен быть любимый человек, который вас воспринимает такими, какие вы есть. И такая есть возможность. И понятно, что если мы вот как этот одинокий аист в одиночестве, хоть и говорят, судьба тебя найдет везде. Да нет, надо самому как-то навстречу судьбе выходить. Иначе мы и не заметим подсказок этой самой судьбы. Ведь выбор все равно мы делаем сами. Но ваш выбор в сторону благополучия, изобилия, процветания и любви. Такой совет дает вам карта. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.